Чтобы понять, кто такой Лютик, не нужно иметь 7 пядей во лбу, однако и он содержит свои тайны, о которых мы сегодня и поговорим. Ловелас, который постоянно меняет женщин, верный друг, который готов на все ради Геральта, один из самых известных и талантливых бардов всего Севера, и это все наш любимый Лютик, а при рождении Юлиан Альфред Панкратс, Виконт де Леттенхоф. В книгах были отрывки о его происхождении, однако полной картины его семьи мы не знаем, а значит, мы можем составлять характеристику, исходя из его поведения. Начнем с самого главного. Почему же он так тянется к Геральду? Почему же именно Геральт вынужден его вечно спасать, и как зародилась эта экосистема? Ну, конечно же, Геральт для Лютика — это фигура отца. Здесь нет никаких тайных заговоров, а все лежит на поверхности. Лютик — это очень ранимый мужчина, а обычно такая ранимость свойственна мужчинам, у которого либо не было отца совсем, либо это был какой-то очень странный человек, которого не хотелось воспринимать как человека или как что-либо значимое. То есть он мог быть алкоголиком или бить маму Лютика, например. Это какой-то персонаж, который доставлял постоянную боль семье Лютика, либо же его не было. Лютик в данном случае остался без отцовского примера и защиты, которая необходима нам всем в детстве. Мы знаем, что Юлиан был сыном барона де Леттенхофа. Это очень непростая и далеко не скромная семейка, однако о них почти ничего не известно. Мы знаем, что кузен Лютика, Ферранд де Леттенхоф, служил в Кераке, но нам это ни о чем не говорит, так как эти локации не были главными ни в книгах, ни в фильме. Об остальных же членах семьи мы не уведомлены, однако составить портрет не так сложно, как кажется. Возвращаюсь к тому, что я говорила выше. Да, по факту отец был, но присутствовал ли он в жизни Лютика, неизвестно. Какой он был, также непонятно. Обычно у таких ранимых детей кто-то из родителей должен быть жестоким человеком. Возможно, это была мать, возможно, отец, однако, скорее всего, отец, так как именно Геральт стал для него неким замещением. То есть Лютик стал восполнять все то, что он не мог получить от отца. Если бы это была мать, то вероятнее всего Лютик нашел бы женщину постарше и остался бы с ней, бегая по молодым удовлетворять свои потребности. Однако именно эта женщина в возрасте стала бы для него неким замещением его мамы. Исходя из того, что он выбрал Геральда, я остановлюсь на версии с отцом. Как же можно отследить детско-родительские взаимоотношения? Очень просто. Человек, у которого слабенькие физические данные и который не умеет постоять за себя, никогда в жизни сознательно не пойдет в место, где будет хоть какой-то намек на опасность. Что делает наш Лютик? То он потеряется в лесу, то он наткнется на монстра, то увяжется за Геральдом, который вообще находится на задании. И тут можно сказать, что он должен находиться в гуще событий, чтобы написать свою поэму. Однако на самом деле нет. Это не основная задача. Основная задача — попасть в самое пекло, оказаться в гуще событий, чтобы тебя спасли. Позже в книгах уже Лютик заранее отходил от самых опасных мест, потому что он уже потихонечку стал пресыщаться этой заботой. В свою очередь, Геральт, конечно же, тоже восполнял свое желание заботы и вечного спасения. Он собрал вокруг себя этакий детский сад и постоянно кого-то спасал и кому-то помогал. Таким образом, они и удовлетворяли свои психологические черные пятна друг друга и жили душа в душу. Да, в силу того, что Лютик был более эмоциональный, а Геральт нет, то наш белый волк часто уставал от такого внимания. Однако их дружбу я разберу в другом ролике. В Лютике нет абсолютно никакой агрессии. Это очень добрый человек, который сам любит помогать другим. Из-за нехватки той самой любви он хочет быть ближе к людям. Не просто так выбрана профессия барда. Именно с помощью литературы Лютик мог проникать в чужие сердца и оставлять там в первую очередь свой след. И опять же, это все идет из детских переживаний, обид, скорее всего еще и игнорирования его потребностей со стороны родителей. И таким образом он смог восполнить все свои травмы и преобразовать их именно в литературе. Также в случае с Лютиком есть очень важный момент его молодости. У него есть образование. В средние века получить образование было не так просто, а его семья могла позволить себе не абы какое-то заведение в темной комнате. Они отдали Юлиана в Оксенфурскую академию, где он поступил на кафедру труверства и поэзии. Уже тогда, в молодости, его интересовало получение глубинных эмоций именно через слова. Так как он не отличался какими-то выдающимися физическими данными, ему оставалось только одно — блеснуть умом. И он прекрасно с этим справился. Его врожденные и приобретенные способности позволили Лютику стать не только лучшим бардом Севера, а также подружиться с верными и хорошими людьми, что тоже редкость, особенно в те времена. Не просто так Лютик выбрал именно Геральда, а впоследствии Цири, Иен и всех остальных. Эта компания отличалась своей широкой душой и добротой, в отличие от остального населения. Встретить людей, которые тебя любят и не пытаются из тебя что-то выжимать, это, конечно, редкость.
Образование Лютика и открытость сердца позволили влюбить в себя народ, и он также получал любовь и восхищение через них. Это хороший пример того, как душевную травму можно преобразовать и добиться успеха. Юлиан славился не только своими поэмами и стихами, а также похождениями, и вот здесь мы уже остановимся поподробнее. Все похождения Лютика — это не что иное, как возможность огородиться от любви. Если вы вспомните, то Лютик после того, как проводил с дамами ночь, сразу уходил, а все потому, что этот ранимый персонаж боялся получить отказ первым и, следственно, делал так: «Я сам тебя брошу, чтобы ты не бросила меня». И вот здесь уже сказывается явная нелюбовь матери к своему сыну. Скорее всего, она также не занималась Юлианом, как и его отец. Она морально бросила своего ребенка, которому так была нужна, и теперь его детская обида на свою маму переросла в такой способ получения этой материнской любви. Да, в книге был момент, когда Юлиану понравилась Присцилла после того, как она выиграла конкурс бардов, однако дальше никаких взаимоотношений у них не было. Можно назвать его просто избалованным парнем, который использует девочек в своих интересах. Однако не стоит забывать, что такое поведение является лишь следствием, а первопричина была где-то там, далеко-далеко в детстве. Не просто так он часто выбирал замужних и занятых женщин, подсознательно тем самым удовлетворяя свою потребность в унижении мужчины той женщины, с которой он спал. А это происходило из-за того, что он не мог войти в открытую конфронтацию, а также из-за того, что Юлиан изначально выбирал женщин, которые не бросят своих мужчин ради него. Таким образом, он мог огородить себя от ненужной назойливости и внимания. Поверхностное отношение Юлиана к девушкам — это всего лишь страх быть отвергнутым, и именно поэтому у него никогда не было никого по-настоящему близкого человека, с которым он хотел бы связать свою жизнь. Такая принцесса появилась в третьем Ведьмаке, и это наша любимая Присцилла. Юлиан отличается от остальных персонажей не столько внешностью, сколько своей непринужденной открытостью. Колоссальная уверенность позволяет ему добиваться небывалых высот и всегда выходить сухим из воды. Благодаря тому, что он смог найти того человека, который является его настоящим другом, а это Геральт, Лютик чувствует себя более полноценно, насколько это возможно. И для такого раненого ребенка это идеальный вариант.